Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить груши в вине по-божалезски. Десерт как будто создан для долгих вечеров с бокалом вина. Звучит романтично, а готовится просто. Это как первое свидание, кажется сложным, а на деле нужно просто создать правильную атмосферу. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Для начала берем 6-7 груш. Желательно выбирать твердые сорта, которые могут выдержать продолжительную термическую обработку и при этом не превратиться в пюре. В первую очередь груши необходимо очистить от кожуры, которая, как правило, остается достаточно плотной и после термической обработки. А нам нужно, чтобы груша получилась максимально мягкой и нежной, поэтому кожуру долой. Лучше всего это делать с помощью так называемой экономки, чтобы очищенная груша получилась аккуратной и визуально привлекательной. Теперь разрезаем каждую грушу пополам, стараясь сохранить черенок хотя бы на одной половинке груши. Осторожно вырезаем основание цветоножки и семенную коробочку. Косточки в этом десерте нам точно не нужны. Кстати, этот десерт можно приготовить и из целых очищенных груш, но варианты с половинки, как мне кажется, удобнее подавать. Кроме того, в таком виде груши получаются более насыщенными и вкусными. Подготовленные таким образом половинки груш сразу же укладываем в кастрюлю, стараясь, чтобы они лежали плотно друг к другу. Самую трудоемкую часть работы мы уже сделали, поэтому можно похвалить себя глоточком вина и продолжаем работать. Сейчас нам понадобится 600-700 мл красного полусладкого вина, в идеале божале, но подойдет и любое другое, главное, чтобы оно вам нравилось. Заливаем вином груши в кастрюле. В эту же кастрюлю добавляем 150 граммов сахара, у меня коричневый, но подойдет и самый обычный белый, а также специи. 1-2 палочки корицы, 3-4 бутона гвоздики, 8-10 стручков кардамона и 3-4 звездочки бадьяна, а также цедру одного апельсина, без нее вино и груши точно не подружатся. Ставим кастрюлю на огонь и доводим ее содержимое до кипения. К слову, аромат уже намекает, что к вам скоро могут постучаться соседи. Когда жидкость закипит, убавляем огонь и закрываем кастрюлю крышкой. Пусть груши томятся на минимальном уровне нагрева около 20-30 минут. Нам нужно, чтобы они стали мягкими, но сохранили форму. Груши готовы. Снимаем кастрюлю с плиты и даем им отдохнуть. Пусть груши полежат в ароматном сиропе хотя бы несколько часов, до тех пор, пока они полностью не остынут. А лучше оставить их на ночь. Утром они будут благоухать так, как будто всю ночь гуляли по старинной бургундской улочке, наполненной фруктово-пряными ароматами. Остывшие груши аккуратно достаем из сиропа и выкладываем их в отдельную емкость. Сами груши пока отставляем в сторону, а сироп нам нужно процедить и снова вернуть в кастрюлю. Кастрюлю с процеженным сиропом снова ставим на огонь и сначала доводим до кипения, а затем увариваем, пока он не загустеет. Цвет его при этом будет становиться более глубоким и блестящим, а вкус насыщенным, как хорошее благородное вино. Важный момент – не передержите сироп, иначе в остывшем виде он превратится в карамель. Как только на его поверхности появится вот такая густая пена, под которой невозможно увидеть сам сироп, а по консистенции он будет напоминать жидкий соус, снимайте кастрюлю с огня. По мере остывания сироп загустеет и превратится в вязкий и ароматный винный соус. Основные ингредиенты у нас уже готовы, поэтому можно начинать собирать наш десерт. На тарелку выливаем немного винного соуса. Затем выкладываем 2 половинки груши. Груши сверху обязательно поливаем все тем же винным соусом. Здесь соуса можно не жалеть. Теперь нам нужно быстро приготовить последний элемент десерта – сырный крем. Берем 200-250 граммов рикотты. В рикотту добавляем 20-30 граммов сахарной пудры. И все, что нам осталось сделать, это просто хорошо все перемешать, чтобы получился нежнейший сырный крем, легкий и воздушный, как французский поцелуй. Выкладываем немного сырного крема на каждую половинку груши. Можно это сделать с помощью кондитерского мешка, а можно просто сформировать небольшие кнели с помощью 2 ложек и аккуратно выложить их на груши. Не обязательно, но очень рекомендую все это великолепие сверху присыпать рубленными орехами, в идеале фисташками, вкус которых идеально дополнит этот изысканный десерт.
В самом конце добавляем еще несколько капелек винного соуса. И вуаля! Наши груши в вине по-божалезски полностью готовы к подаче. Согласитесь, для их приготовления не так уж много всего и понадобилось. Всего лишь простой набор продуктов, немного времени и капля вдохновения. И у вас на столе десерт, который подойдет и для романтического вечера, и для праздничного ужина, и просто для того, чтобы порадовать себя чем-нибудь особенным. Груши получились мягкими, сочными и невероятно ароматными. Соус стал густым и насыщенным. В нем чувствуются глубокие винные оттенки и легкий аромат специй и апельсиновой цедры. Его кисло-сладкий вкус прекрасно дополняет сладость самих груш, делая их вкус еще более ярким и гармоничным. Крем из рикотты добавляет десерту нежность и воздушность. Его легкая сливочная текстура уравновешивает пряность винного соуса и делает вкус десерта более мягким и обволакивающим. Ну а орехи сверху не только добавляют приятный хруст, но и создают интересный контраст с сочной грушей. Получается десерт, который хочется есть медленно, смакуя каждый кусочек и представляя, что ты сидишь в небольшом французском кафе и просто наслаждаешься жизнью. Приятного аппетита и до новых встреч!